Доброго времени суток, меня зовут Дима Черт, и мы продолжаем пересказ «Звездного десанта» Роберта Хайнлайна. В предыдущей первой главе главный герой Джонни Рико незапланированно поднялся по ранжиру и посту во время службы своей в звездном десанте и проходил, собственно, десантную операцию, высадку на планету, где десантники в роли, так сказать, королевы лягушки левой рукой махнули ядерные взрывы, правой огнеметы, постепенно расхреначивали огромнейший город. Двух отделений вот этого самого десанта на то, чтобы превратить город в ничто, вполне хватило. А как же так получилось, что Джонни Рико оказался в десанте? Ну, собственно, об этом Хайнлайн рассказывает как раз во второй главе. Небольшой рейкбэк по времени, или флешбэк, как угодно. Нам рассказывается о юности Джонни Рико. Джонни Рико, в принципе, золотой мальчик. Не то чтобы прям с серебряной ложкой во всех непредвиденных для этого отверстиях, однако его семья занимает достаточно высокое экономическое положение. Она хорошо обеспечена, у его отца бизнес, уже наследуемый не первое поколение, достаточно достойный. Какими-то большими талантами в школе Джонни Рико не отличался. Он неплохо выступал в спорте, не занимая при этом сверхвысоких позиций. В частности, мы в какой-то момент узнаем о том, что он занял 3-е место, по-моему, то ли по бегу, то ли по плаванию. Но при этом особым прилежанием и глубоким пониманием наук он не отличается. Грубо говоря, он хорошист, удовлетворительно, вот где-то в районе 3-4 по нашим меркам. Единственное, что у него чуть выше среднего, это так называемая деловая арифметика. То есть, в принципе, бизнес он вполне себе способен принять и не является полностью обалдуем. Чего не сказать о его товарище. Мы знакомимся с его товарищем Карлом, который как раз из чуть более бедного, хотя хорошо обеспеченного семейства, и он прям умник. Он разбирается в физике, его очень интересует электроника. И у них, у Карла с Рико, прям абсолютное совместное времяпрепровождение. 2 сапога с пара, они постоянно вместе. При этом Карл придумывает эксперименты, а Рико неплохо владеет паяльником, и у них, соответственно, насколько я помню, в гараже или в каком-то таком помещении технического, скажем, характера в доме Рико, потому что у Карла не такой большой дом, есть мастерская, где они всем этим занимаются, то ли балуются, то ли научные проекты, в общем, как-то это все совместно. И во время уже близится окончание школы, и во время одного из экспериментов, когда под управлением Карла Рико опять какую-то микросхемку паяет, Карл заявляет о том, что, знаешь, я буду поступать на федеральную службу. С абсолютно не задерживаясь ни секунды, Рико такой говорит: я тоже. Ты туда, я туда. Как так вышло? Карл такой: подожди, твой отец этого точно не одобрит. Мне кажется, тебе не стоит так радикально менять свою жизнь. Рико поясняет, что как бы он меня остановил. И в действительности остановить от кого-либо, не позволить ему служить в федеральной службе невозможно. Это уголовное преступление, которое преследуется прям очень-очень-очень жестко. В то же время Рико прекрасно понимает, что, скорее всего, правда отец не одобрит. Кроме того, ему в голову-то особо эта мысль до разговора с Карлом и не приходила. Ему скорее, ему больше бы пришло, что его за что-нибудь наказали на центральной площади и высекли бы, или что его отец признал бы его позором семьи, чем он пойдет в армию. Но в какой-то момент он приходит домой, его отец сидит с сигарой, читает газету, такой достаточно клишеированный образ в начале у этого отца. Он в чем-то, это клише остается,
но при этом он не однозначно бесчувственный. И, соответственно, он такой: пап, а как ты отнесешься к тому, что я вот в армию пойду отслужить? Отец так сигару вынимает, откладывает газету. Рика, мальчик мой, типа, Джонни, ты, говорит, давай без психозов, без радикализма, тебе жизнь-то зачем запарывать? Куда? Зачем? Ну, пап, говорит, всего 2 года обязательной службы, это же не жизнь, я, говорит, обязательный контракт отбабахаю, и все. Ну, не обязательно, а вот минимальный контракт отбабахаю, и все. Отец, значит, откладывает сигару, убирает газету и говорит: сын, наша семья уже больше 100 с лишним лет возделывает свой маленький садик, имеет с этого небольшой доход и в политику не лезет. Это не кредо нашей семьи. Поэтому тратить 2 года своей жизни на мнимые какие-то приписки к твоему статусу гражданина достаточно абсурдно. Впрочем, говорит, я понимаю, все эти этапы взросления крайне обременительны для родителей. Говорит, помнишь, ты разбил вазу эпохи Мин? И я уверен, говорит, ты сделал это специально. Просто не знал тогда, сколько и почему она так стоит. Но зачем-то тебе это понадобилось. Я тебя за это сильно не ругал. Когда ты стащил из моего хумидора сигару и попробовал ее, мальчик пытается во взрослые, так сказать, развлечения мужчин. Но ему еще рановато. И потом весь вечер ходил зеленый и не пришел на ужин. Ни я, ни мама никогда тебе до этого момента об этом не напоминали. Я все понимаю. И сейчас у тебя тот самый период, когда ты приходишь к вот этому вот финальному бунту подростковому, когда ты либо решил примерить красивый мундир и пойти в армию, либо влюбился в какую-нибудь дуру и решил, что это любовь всей твоей жизни. Давай я тебе сейчас расскажу одну историю, некий сценарий. Вот сейчас ты закончишь школу, потом пойдешь в Гарвард, или Оксфорд, на твое усмотрение. Там ты поучишься, чтобы лучше понимать, как работает наш бизнес. Потом ты начнешь, естественно, с самых низов. Но, естественно, там долго не задержишься. Только от тебя будет зависеть, как это быстро. Я не хочу, чтобы какой-нибудь торопыга вперед тебя оказался на управляющих должностях в компании. Поэтому, естественно, ты будешь расти достаточно быстро. Только от тебя зависит, насколько быстро, насколько ты захочешь этого, настолько и будет. И вот как бы буквально 5-7 лет, и ты уже взрослый, состоятельный человек, и все будет хорошо. В общем-то, есть еще одна новость. Не хотел тебе об этом говорить заранее, хотел приберечь это прямо на выпускной. Для тебя есть небольшой сюрприз. Я купил тебе тур на Марс. Я знаю, что все мальчишки очень хотят, все юноши очень хотят в подобном поучаствовать. Уж не знаю, что вам достаточно ординарное могло бы быть путешествие, но вам почему-то очень нравится. Вот, попутешествуешь один, впервые станешь, побудешь один сам с собой, возглавишь свою жизнь. Как тебе такой сценарий? По-моему, лучше, чем продалбывать 2 года собственной жизни в сомнительные вот эти вот федеральные службы, которые организовали на деньги налогоплательщиков, чтобы, те презренные люди, которым не находится место в обществе, сначала там что-то за деньги налогоплательщиков, кстати, достаточно большие, хочу отметить, проводили весело время, а потом мы их всю оставшуюся жизнь еще и спонсировали. И, кстати, Рика, откуда у тебя вообще эта мысль, Джонни? Если я сомневаюсь, что они друг к другу по фамилии обращаются. И, кстати, Джонни, это случайно не этот преподаватель тебя заагитировал? И Рика тут же вспоминает преподавателя, понимает, о ком говорит отец. Это преподаватель истории и нравственной философии. Примерно так можно перевести. По-моему, дословно. Мистер Дебуа.
и имя, говорит, отец какое-то у него такое иностранное. Надо отметить, что сам Джонни Рико и его семья скорее пуэрториканского происхождения, поэтому там большого закоса на белых людей-то нету, прям сверхбелых людей, таких коренных пуританских американцев. Вот. Да и в принципе Федерация — это планета уже Земля. Поэтому подобное отношение к, очевидно, французской фамилии мне лично непонятно. Однако определенное презрение отца Рико к Дюбуа прослеживается в том числе по фамилии. Рик говорит, да нет, он, в общем-то, нам всем говорил, что куда нам на службу, мы не поймем, нам ни к чему и вообще зачем. Он говорит, ну ладно, тогда я не буду писать, значит, письма своим товарищам и знакомым. Естественно, он обладает определенными связями. Впрочем, не теми связями, то есть нет таких связей, которые могли бы запретить его сыну идти в федеральную службу, как я сказал выше. Потому что это гарантированное Конституцией Федерации право. Не обязанность, а право. Хотя в рамках текущего нашего менталитета, наверное, можно оговориться не раз за этот пересказ. Тем не менее, это право. И, соответственно, он еще упоминает о том, что Рико, ну, сейчас никакой войны нет, и, кажется, человечество, в общем-то, изжило войны, не предвидится. Ты видишь где-нибудь войну? Я — нет. Ты — нет. У нас на планете ей, в общем-то, негде появиться. С ближайшими всеми планетами у нас достаточно хорошие дипломатические отношения. Вот если бы война началась, то, говорит, я бы тебя даже не отговаривал. Никаких вопросов. Да и сам бы, скорее всего, перестроил производство и весь бизнес на военный лад. Но войны нет, как суслика. Но он не подозревает, что как суслика. Что она, возможно, где-то есть. Собственно, на фразе о том, что классное путешествие Рико предоставлено будет, путешествие на Марс, отец снова берет эту сигару такой. Рико, Джонни, мальчик мой, у меня сейчас деловые партнеры придут на ужин. Мне бы вот крайние биржевые сводки перечитать перед ужином. Бизнес есть бизнес, как ты понимаешь. Мы же решили вопроситься. Давай, будь здоров, родной. Вот, и он, значит, снова в газетку. Собственно, на этом разговор с отцом-то так и заканчивается. И Рико очень смущается говорить Карлу, что... он единственное, что говорит, что... Ты знаешь, мой отец, кажется, все-таки относится... Ты прав, мой отец, кажется, относится к федеральной службе не так, как я. Карл такой, мой тоже. Но я, говорит, рожден для этого, заявляет Карл. Рико ему ничего не говорит о путешествии, потому что ему кажется, что его товарищ может подумать, что его подкупили. А с другой стороны, даже если бы так, думает Рико, ну, блин, это ж реально классно, я всегда хотел путешествовать. И, собственно, на этом Карл вообще очень дипломатично не поднимает практически больше эту тему. И на этом вот эта вот приветственная арка о том, как Рико задумался о том, чтобы поступить на федеральную службу, подходит к такому, на паузу встает. Нам подробно начинает объяснять косвенно, а почему федеральная служба, почему там 700 лет спустя, да, кстати, я там оговорился в первой части, все-таки не 300-400 лет, 700 спустя от наших времен, уже 600, наверное, ну, примерно. Мы перемещаемся в сторону финального урока той самой нравственной философии и истории, которая ведет достаточно неприветливый и, в принципе, достаточно мерзкий персонаж. Изначально мы его так воспринимаем. Он грубоват, он не желает запоминать имена учеников. Это мистер Дюбуа. Он время от времени... Это урок очень специфичный. На нем не нужно сдавать никаких зачетов, экзаменов и так далее. И, в общем-то, Дюбуа требует только внимания, участия в уроке, но никак не проверяет, никаким образом не навязывает свою позицию и так далее. Хотя время от времени он тыкает в какого-то ученика пальцем, говорит, ты, ответь на такой-то вопрос. Хорошо.
Периодически с этих вопросов завязываются какие-то дискуссии. И вот, видимо, на финальном уроке его класса Дюбуа решает все-таки каким-то образом посмотреть, а что из курса усвоено, что вообще воспринято. Урок не обязательный, но тем не менее. И он, значит, какой-то вопрос звучит, и, естественно, повышенного уважения или какого-то такого пиетета перед Дюбуа нету. Дисциплина определенная на уроке в любом случае соблюдается, но подлизываться к учителю никто не видит смысла. На аттестате-то это никак не скажется. И вот некая девочка из класса Рика говорит: а вот моя матушка считает, что насилием ничего не решишь. Дюбуа так поворачивается: вот как? Примечательно. Я думаю, что очень рады были бы с ней согласиться отцы-основатели города Карфагена с твоей матушкой. Не правда ли? Вы что, издеваетесь надо мной? Вообще-то Карфаген был разрушен, это всем известно. Странно. А мне казалось, это неизвестно вам. Как же так? Что же их разрушило? Разве не насилие? Давайте мы призовем призраки Нельсона, птицы Додо, странствующего голубя, вызовем Гитлера, Наполеона и прочих народов, исчезших или чего-то добившихся, и скажем им о том, что насилие ничего не решает. Насилие решило в истории человечества значительно больше, чем все остальные факторы, включая разговоры, дипломатию и так далее. Насилие перекраивало страны, города и континенты. Насилие решало абсолютное большинство вопросов за историю человечества. И в обозримом будущем не представляется картины, в рамках которой это бы изменилось, говорит Дюбуа. Собственно, достаточно обидно это, видимо, звучало для барышни. Сейчас поясню, там той же Додо нету и странствующего голубя, потому что их люди съели, активно уничтожив. То есть он перечисляет, прям сыпет историческими, так сказать, эпизодами, фрагментами и так далее, подтверждающие его теорию. И в действительности, в рамках выложенных им факторов, она выглядит достаточно стройно. Так вот, и он говорит: Рика, пальцем тоже тыкает, он его не по фамилии, ты. В чем отличие полного гражданина от всех остальных? Он говорит: какая разница в области морали, если она вообще есть? Вот, даже не так, он там не про гражданина, это он в фильме про гражданина спрашивал. А в книге он спрашивает разницу между воином, солдатом и гражданским. Ну и Рика сначала затыкается, в панике что-то пытается вспомнить и начинает цитировать просто учебник. Что-то, какой-то фрагмент у него в голове есть. Воин-солдат принимает личную ответственность за безопасность того политического объединения, членом которого состоит, ради защиты которого он при необходимости должен пожертвовать своей жизнью. Гражданский человек этого делать не обязан. И это, говорит Дюбуа, это определение из учебника. Как вы сами это понимаете? Простите, говорит, сэр, но кажется, я это не в полной мере и осознаю и понимаю. Он говорит: зато честно. В общем-то, вы правы, Рика, вы не осознаете и не понимаете. Как абсолютное большинство в этом классе, скорее всего, все. В общем-то, вот и еще один выпуск, еще один год прошел, еще одно мое далеко не первое и, видимо, не последнее поражение. Всего хорошего. Встретимся с вами, говорит, возможно, когда-нибудь чуть при менее мерзких обстоятельствах. Урок закончен. На этих словах, собственно, заканчивается урок, вот этот финальный, где у нас появляется мистер Дюбуа, который у нас еще будет мелькать в произведении. Через 3 дня, говорит Рика, заканчивается учеба, им вручают дипломы. Еще через 5 дней день рождения Карла, а через неделю мой. После дней рождения они, значит, выбираются в пункт вербовки. Рика идет с Карлом за компанию, но не факт, что собирался поступать. Он так
рядом ходит. И они встречают там одноклассницу. Очень прикольно, что, я, кстати, не помню, на английском, по-моему, это тоже транслитом пишется. Они встречают Кармен, по-моему, ее зовут. Во-первых, он ее приветствует как «очи черные». И, по-моему, это написано транслитом, но я не уверен. Ладно, пусть будет мифом, что это будет написано транслитом. Говорит, а ты как, чего здесь? Он говорит, а ты не догадываешься, у меня сегодня день рождения. О, говорит, ну, с праздничком тебя. И чего делаешь? Говорит, ну, я вербуюсь на федеральную службу. И Рик сначала шокирован и фрустрирован этим, а потом такой, а хотя, ну, это могло бы быть похожим на правду. И Карл такой говорит, ну, ты же не пилота, да? Надеюсь, что меня возьмут, говорит Кармен. Кармен собирается поступать на федеральную службу. На пилота у нее высокая математическая подготовка. То есть, если Рика в дипломе получил с натяжкой там 3 с плюсиком, скорее удовлетворительно и никак не выше ожидаемого, то Кармен давно закончила минимальную программу и давно заглубилась в усиленную программу математики и геометрии. А это необходимо для пилота. Соответственно, у нее хорошая физическая форма, она там по всем кружкам физической подготовки пробежала. Они втроем, и, соответственно, Рика на той же самой ноте, что тогда с Карлом, такой, о, я тоже пойду. И, наверное, тоже пилотом. С чего он взял, что его возьмут пилотом? Ну, 16 лет пацану, он так подумал. Может быть. Ладно, ему не 16, ему 18. Но он там чистый пубертат. Красивая деваха, с которой ни у кого не складывалось каких-то таких вот продолженных отношений. Она со всеми вела себя достаточно ровно. Она никого не допускала, с одной стороны, до себя слишком близко, с другой стороны, никого не отталкивала, не больше там. Посидеть с кем-нибудь, как-нибудь пообщаться, вопросов никаких. Второго свидания никогда. Она всеми была дружелюбна, такая, не то чтобы душа компании, вещь в себе, леди в себе. И вот они приходят на вербовочный пункт втроем. Достаточно долбоклюйный Рика, целеустремленный Карл и целеустремленная Кармен, выговорил. Их встречает мужчина, вернее, как это? Часть мужчины, да? Потому что у него нет настолько руки, что у него даже китель, рубашка зашит, рукав. Он говорит, что вас привело сюда? Значит, первый отвечает сразу Кармен, я решил записать на федеральную службу. Он на нее так внимательно глядит. Возможно, у вас получится, если в пилоты. Она такая, да, я бы очень хотела попробовать в пилоты. Говорит, тогда 3-й этаж, там найдете вот такого вот специалиста с такой-то фамилией. И Карменсита Ибанес покидает этот холл. Говорит, ну а вы, опездалы, что пришли? Говорит, мы тоже на службу. Говорит Рика. Говорит, да. И чего? Ну, говорит, мы хотим на службу. Хорошо. А типа вы уверены? И он говорит, ну посмотрите на меня. Руки мы уже не видели. И он так отодвигается от этого, а там ножичек тоже нету. Ну, там бедрышек кусочек остается, а в остальном он человек-обрубок. То есть одна рука живая, часть корпуса. Говорит, ну, примерно так, если вам повезет, и вашим родным не напишут соболезнования письмом, может вневременно, так сказать, досрочно окончится ваша служба. Вы, говорит, точно на службу? Он говорит, чем вы хотите вообще служить в федеральной службе? Рики такой, я хочу стать пилотом. Он говорит, угу, пилотом. Ну, говорит, это не факт, что ты туда попадешь. А вы куда, говорит? Карл такой, я бы хотел в R&D, ну, то есть исследовательскую компанию,
попасть на электронику. Говорит, ну, возможно, у вас даже есть определенные к этому таланты, но это не факт, что вас туда отправят. Но, говорит, мы же можем просить рассмотреть нас на эту возможность. Да, говорит, и это единственное, о чем вы можете просить на время всего действия контракта. Это единственное, к чему, возможно, прислушаются. Если у вас есть способности, вас по направлению. Но если, говорит, нет, то вы где-нибудь на Плутоне будете лед таскать слева направо, а потом справа налево. Говорит, потому что даже если какому-нибудь лишенному практически всех, говорит, конечностей, слепому, глухому и тупому, чтобы на кресле каталки приехать на федеральную службу поступить, значит, придет в голову все-таки сюда прийти, мы, говорит, ему какую-нибудь службу найдем. Лекарств тестировать надо. Вот, говорит, вы уверены в своем решении? Ну, они такие, ну, да. И Рик такой, да. Вот, и подписывает контракт. Он говорит, ну ладно, раз, говорит, вы так решили, я вас не напугал целиком и полностью. Может, вы решили все-таки, что вам очень полезно будет для здоровья в Антарктиде или на Плутоне, значит, лед туда-сюда перекатывать, то вот, говорит, ты, говорит, что ты будешь делать, если тебя отправят на Плутон, говорит, в вечную мерзлоту на все 2 года. Он говорит, ну, скорее всего, там тоже есть электроника, я постараюсь ее, говорит, ей и заниматься. Ну, ладно, говорит, давайте. Вы, говорит, вон там наверх, там врач. Они поднимаются, начинают проходить медобследование. И, соответственно, это медобследование, оно не для того, чтобы кого-то отсечь. Никого отсечь не могут. Рика подает свой диплом, оба они там какие-то, сопровождение у них есть документов, и вот они, значит, разносят, там комиссия какая-то. И он в какой-то момент спрашивает, простите, говорит, а для чего, меня разве могут не пустить? Нет, говорит, не пустить тебя не могут. Он такой, господин доктор, говорит, а вы обладали медицинским образованием до того, как поступили на федеральную службу? Говорит, я что, говорит, похож на идиота? Я? Не на федеральной службе. Я вольнонаемный. Я здесь работаю по контракту, за денежку. Говорит, зачем мне за какие-то мнимые совершенно там дополнительные приписки в моем документе о гражданстве тратить свою молодость, здоровье и так далее. Они не приносят ни денег, ничего толкового. Зачем? Нет. Я, говорит, не похож на муравья. На мой взгляд, говорит, ну, умные люди на службу не придут. Простите уж, молодой человек. И задумайтесь об этом. Может быть, у вас все-таки есть какие-то таланты, и тогда вы найдете их реализацию где-то еще. И, соответственно, они проходят до конца эти проверки, которые завершаются перед понятыми. Там есть несколько человек. Говорит, ну что, все-таки служить? Да, служить. И перед понятыми у них перед лицом... Рика еще в процессе обследования говорит, ну, неплохая реакция и неплохое зрение. Говорит, ну, хоть что-то хорошо. Там еще тесты смешные, типа, он заходит в комнату, и барышня, которая находится в этой комнате, в какой-то момент начинает кричать, змеи! Вот, естественно, никакой змеи там не было, только резиновые какие-то шланги. Вот, никаких змей не было обнаружено. И другие глупые вопросы, тесты ему задавали. И как-то Рика это не впечатлило, особенно то, что по большей части у него там была математика посредственно, там, то-то посредственно, реакция, хорошо, зрение, нормально. Он говорит, ну хоть что-то у меня хорошо и нормально. И вот они перед комиссией, которая установила, что оба претендента психически нормальны и могут принимать присягу. Никто из них не находится под влиянием алкоголя, наркотиков или других препаратов, а также гипноза. Все это проверяют. Они зачитывают присягу. Присягу я позволю себе процитировать. «Я достигну совершеннолетия по своей собственной воле, без всякого насилия со стороны кого бы то ни было, при отсутствии посторонних стимулов, после получения всех необходимых предупреждений и объяснений о последствиях данной присяги, поступаю на Федеральную службу Федерации землян на срок не менее 2 лет, а также на любой более длительный срок, если будет вызвано необходимостью службы. Если это будет вызвано необходимостью службы».
На этом месте он слегка напрягся, Рика. Ведь думал, что срок это 2 года, и все. Хотя, они изучали в школе эту присягу Федерации, и почему он ее пропустил, непонятно. Я клянусь соблюдать и защищать Конституцию Федерации от любых возможных врагов на земле и вне земли, поддерживать и защищать конституционные свободы и права граждан, законопослушных жителей Федерации, включенных в нее государств и территорий, выполнять на земле и вне земли все предписанные мне законом обязанности любого правомочного характера, что могут быть законным образом не поручены прямой или же делегированной властью, выполнять все соответствующие законам приказы главнокомандующего Федеральной службы, всех офицеров и лиц, облеченных необходимыми полномочиями, и требовать такого же подчинения приказам от всех солдат, находящихся на службе, сторонних гражданских лиц и негуманоидов, законно переданных мне в подчинение. И, будучи с почетом отправлен в отставку по окончании полного действительного срока службы, или же, будучи переведен в резервный отставной статус после завершения соответствующего полного срока, исполнять все обязанности и обязательства, а также пользоваться всеми правами федерального гражданства, включающие, но не ограниченные долгом, обязанностью и привилегией реализации своего права на голосование до естественного конца своей жизни, если не буду лишен этой привилегии по приговору суда, равных мне по положению граждан. Собственно, он опять вспоминает мистера Дюбуа, что, скорее всего, в записи это очень тяжело воспринять будет. Суть в том, что там перечисляется куча обязанностей, и прав там, в общем-то, нет. Потому что даже когда мы переходим к продвинутому гражданству, то есть право, казалось бы, право на голосование, участие в политической жизни и так далее, это записывается как обязанность и привилегия. То есть обязанность и привилегия. И что лишить ее могут только равные по статусу граждане. Вот эти вот привилегированные, прошедшие федеральную службу соотечественники. Как бы 2 уровня гражданства. Есть все просто население на планете, да, я живу, все, я обладаю определенными там правами, свободами, всем прочим. Всем, кроме возможности политической власти. Политической деятельностью не может заниматься не прошедший федеральную службу человек. Если в фильме там еще право на детей запихнули, что-то еще, какая-то дичь, то здесь вполне себе обоснованная, последовательная логика у этого всего дела есть. Рика говорит, вообще нас заставляли выучить эту присягу еще заранее, вот Дюбуа. Как он заставлял, при том, что не контролировал выполнение, вопрос вопросов. Но, говорит, только тогда, когда я ее начал произносить вот в этой комиссии и поступил на федеральную службу, она как джаггернаут на меня накатывалась, и вот тогда, только тогда, каждое ее слово началось отзываться во мне какими-то совокупностью смыслами, потому что до этого он, видимо, ее просто затвердил и даже не помнил, что служба может быть автоматически продолжена на необходимый срок. И вот они, значит, выходят оба, и Рика его потряхивает, он потрясен произошедшим, ему кажется, кульминационным изменением в своей жизни. Скорее всего, ему не кажется. Он говорит, сержант, простите, я могу позвонить домой, сказать родителям, что я все-таки подписал контракт. Он говорит, позвонить? Знаете, мы сделаем лучше. Знаете, что с вами будет, если вы сейчас выйдете отсюда и никогда больше не вернетесь? Рик такой, трибунал? Нет, говорит, зачем это лишняя бюрократия? Просто в ваших бумагах будет упомянуто, что срок службы не был закончен удовлетворительно, не был завершен. Поэтому, говорит, может быть, мы с вами встретимся послезавтра в полдень здесь. Говорит, а если нет, то, говорит, никто об этом даже не узнает. Даже соседи толковать ничего не будут, это не публичная информация. Просто вот эта вот строчка о незавершении службы, не более. Никакого преследования тех людей, которые вот передумали за эти 1,5 суток, 2 суток практически. Нет. Рика, Карл и Карменсита разбредаются по домам. Здесь уже акцент идет исключительно на Рика, который приходит домой. Мать сначала расплакалась, потом ушла, значит, в свою комнату. Отец был в шоке, потом просто перестал с ним разговаривать. И в итоге
Рика приходит к призывному пункту даже раньше положенного времени. У него абсолютно потеряно некоторое состояние, при этом в этот момент, наверное, начинается определенный элемент взросления в нем, потому что он принял решение, он ему следует, он приходит, его распределяют, в каком смысле его заселяют в гостиницу. Проходит 1,5 недели тестов, уже начинается не совсем служба, но начинается тест. Там продолжается вот это вот не столько медицинское, как в первой части, когда его там просто проверили, что он не на наркотиках, не на приходе решил на федеральную службу податься, как в ДМБ было, да, это как же так, чебурашка, у которого нет друзей. Я галоперидола скушал, а мне в армию хочется все больше и больше. Вот этого человека в том состоянии в федеральную службу бы не взяли. Хотя, как мы по фильму знаем, не так уж он плохо со службой в отечественной армии справился. Вот. Тем не менее, проходит вот огромное количество тестов и предлагается там огромная анкета, кем бы хотелось служить. Здесь мы понимаем, насколько Рика многогранен, насколько широк его кругозор и как мощны его лапища. Потому что он такой: психическая война, ну, звучит интересно. Химическая война, звучит охренительно. Логистика. Ну, я вроде на курсы логики ходил, поставлю галочку. Поставил, говорит, все галочки там, где связано с космическим флотом. Ну, кроме там совсем уж обслуживания корабля или повара. Хотя ладно, там туда тоже галочки поставлю, путешествовать хочу. Разведка. Звучит интересно, наверное, они тоже путешествуют. И Рик такой делает сноску, как я впоследствии узнал, я сильно ошибался. Вот, поставлю галочку. Там что-то тра-та-та-та-та-та-та. Он, значит, выбирает, причем периодически не в попад какие-то решения, отмечает К9, что бы это ни значило, по мнению Рика. И в конце что-то он... ну, собственно, да, К9-то он, ну, говорит, не знает, что такое К9, звучит интересно, поставлю тоже галочку. И он не стал выбирать ничего из гражданских специальностей, рассуждая так, что если уж там гражданские специальности, ну, не военные, то и нафиг там выбирать. Пофиг, нафиг. Говорит, там уже как придется, так и буду служить. И финальное собеседование, напротив него сидит мужчина в звании. Он говорит: скажите, говорит, буквально парочка фраз перебрасывается. И скажите, говорит, а у вас когда-нибудь была собака? Он говорит, да я бы не сказал. Ну, то есть я, говорит, пытался щенка завести ее, но моя мама была категорически против. Говорит, вы понимаете, неопсы это напарники человека. Они крайне умны. В общем-то, разумом они где-то в районе 6, наверное, а то и 9-летнего ребенка. Они разговаривают, они не все буквы могут произнести, то есть Б, М, П, В для них непроизносимы, поэтому приходится привыкать. Так вот, связь с неопсом его покрепче, чем, наверное, во многих человеческих семьях. Скажите, вы можете себе представить взаимоотношения вас с собакой, при прочих равных, сравнимые с взаимоотношением вашего отца и матери? Он говорит, ну, наверное, нет. Он говорит, если убивают напарника этого неопса, если он умирает, погибает, то, к счастью, мы имеем гуманную возможность пристрелить неопса. Возможно, к сожалению, если умирает неопес, мы не можем убить человека. Его очень сразу изолируют, его очень долго восстанавливают, и потом, может быть, он получает возможность на какую-то социальную активность. Мне кажется абсолютно безнравственным допускать возможность того, что вы, человек, который, вопреки мнению своей матери, не смогли даже щенка себе домой привезти и спать с ним на кровати, допускать вас до неопсов. Как видите, меня вот более-менее восстановили, поэтому К9 мы вычеркиваем. И Рик такой, ёпта. И только в этот момент он догоняет, что все предыдущие пункты, которые он перечислил, они как бы точно не про него.
И его отправляют, собственно, в мобильную пехоту. Он такой получает, ну, окей, хотя бы не гражданская специальность. То есть он такой, мобильная пехота. Он выходит из здания, и в скверике, вот этого призывного, и в скверике напротив призывного пункта встречает некого персонажа, который ему скорее знаком по лицу, но он улыбается, и потом он понимает, что на двух конечностях, с двумя руками, чуть ли не подпрыгивая, достаточно улыбаясь, он видит того сержанта, который был в первый день его прихода и подписания контракта на встрече в фойе, так сказать, призывного пункта. Он говорит, ну что, говорит, боец, куда ты? Он говорит, мобильная пехота, сэр. Мы сделаем из себя человека или убьем. Он говорит, типа мобильная пехота сделала меня тем, что я есть, и я не про то, что у меня здесь вот металлические и не металлические, не металлические, там очень дорогие протезы, про то, что сделало меня мужчиной и человеком, в принципе. Так это, говорит, не так уж и плохо, сынок, это неплохо, это просто отлично. Все, что бы ни придумали умники, нужно просто, чтобы нам поставлять боеприпасы. Чтобы не придумали, чтобы пилоты нужны, чтобы просто доставить нас на место. А мы — это основа армии. Так что гордись, сынок. Это неплохо. И еще там вспоминается, когда его на распределении, впрочем, К9 вычеркивает, впрочем, мистер Дюбуа отозвался о вас очень неплохо. Отставной К9-шник говорит. Правда? Ну да, он написал, что вы не лишены определенной смекалки, хотя ваше окружение на вас давит. Это очень положительное. Я знаком с мистером Дюбуа. Это очень положительная характеристика. Глуповат он все-таки там, да. Глуповат он написал. И очень давит на него обстановка. Соответственно, он выходит, приходит в гостиницу. Говорит, ну что, получил предписание его сосед по койке? Да, говорит. Куда? Мобильная пехота. Ой, говорит, ты что, конченый дурак, что ли? В смысле конченый дурак, говорит Рика. Мобильная пехота — это основа армии. Все, что остальные придумывают, нужно, чтобы просто мы работали. Или тебе зубы жмут. Ну и, соответственно, на фразе про «можете в зубы дать» у нас заканчивается 2 глава. В следующей главе у нас будет достаточно тоже интересное, эпическое, так сказать, событие, учебка Рика. Учебный лагерь, то, как он учился становиться мобильным пехотинцем. На этом пересказ именно 2 главы закончен. И у меня есть несколько буквально дополнений вообще по рубрике и так далее. В общем-то, спасибо за теплые отзывы на первую часть. Я надеюсь, что в этот раз, видите, картинка картинка, правда, должна быть сильно лучше, должен быть сильно лучше звук. Меня пустили, дали возможность поснимать в более качественном, так сказать, в качественных условиях. Я не знаю, получится ли в следующий раз, надеюсь, что да. Так что пишите, насколько стало лучше, удобнее и так далее. Возможно, получится лучше сделать и интереснее по монтажу. Посмотрим, как получится. Еще не знаю, естественно. Я же это записываю. Как я могу узнать, что там на монтаже будет? Что еще? Спасибо за поддержку. Смотрите, если вы смотрите это на YouTube, то с VPN оно все равно на YouTube будет выкладываться. Может быть, я правда, честно говоря, подохимичу и открою другой канал YouTube и перезалью. А может быть, даже перезапишу первую часть, чтобы она была с нормальным звуком, потому что когда я ее переслушиваю, мне становится больно, неприятно за бесцельно потраченное время, потому что там очень мерзкий звук. А теперь у меня новый. Это петличка моя, если что. Вот, спасибо за поддержку. Там донатиков пришло. Огромная благодарность. Кстати, да, отдельно надо сказать большая благодарность Лексору, Севе и анонимному донатору из Питера. Я не знаю, кто это был. Вот, спасибо большое. Это прям очень приятно и поддерживает. Соответственно, в ВК-видео, в Ютубе. И я думаю, кстати говоря, на всякий случай я буду заливать еще и на Бусти. И на Бусти они тоже будут доступны бесплатно.
Вот, но если что, меня можно поддержать на Boosty, я сделал себе Boosty. Я там забавное описание сделал, поэтому если вы туда подпишетесь или хотя бы посмотрите, мне будет приятно. Всем спасибо, спасибо за просмотр, надеюсь, вам было любопытно и интересно. Надеюсь, что задержка перед 3 главой будет значительно меньше. Всех обнимаю, всех целую, всем пока.